Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня мы снова будем последователями водных искусств, и соответственно мы будем что? Правильно, мы будем импровизировать. И вот что мне будет идти, от этого будем отталкиваться. Ну, в принципе, как и всегда я это делаю, да, у меня всегда такие вот сборки интересные. Сначала я там на одной, а потом на второй, а потом на третьей, заканчиваю вообще на какой-то 10-й сборке. Но текущая мета, как я уже во всех своих роликах, наверное, последнюю неделю говорю, невозможно что-либо такое интересное там записать, либо что-то еще, потому что там тупо не работает, либо тупо не идет, тебе на темпе выносят гребаные инсеки, сметовые Марси и тому подобное. И, ребят, кстати, ладно, перед тем, как погрузим в каточку и все такое, напомню, что с вас лайк, комментарий, кто не подписан, то подпишитесь, на мой телеграм-канал тоже, соответственно, подписываемся, кто хочет стать спонсором, то, соответственно, в комментариях будет закрепленное сообщение, вот. И еще хотел сказать, это то, что во вторник, кто вдруг не в курсе, во вторник будет стрим будет по ТФТ, как я уже писал в своем новогоднем обращении к вам, то, что я буду канал полностью, скажем так, продвигать в другое русло, это в русло ТФТ, буду в него разбираться, буду разбираться вместе с вами, поэтому у вас, грубо говоря, на всех стримах будет исповедь новичка, который вот показывает, что все-таки чего-то можно достичь. Ну, элементарно, причины я все там озвучил. Короче, я не буду повторяться по 250 раз. Все причины, если что, озвучены в новогоднем обращении, поэтому надо работать над каналом, все. Это все, что я хотел сказать. Поэтому во вторник будет стрим по ТФТ. Если у кого-то там остались какие-то заначки с Нового года, милости прошу к нашему шалашу, берите все свои заначки и приходите в гости. Вот, гоблина БХ поставил, он же гоблин-охотник. Я так привык, на самом деле, за столько лет говорить, что это гоблин-убийца, что так непривычно говорить на него гоблин-охотник. Такое ощущение, что ему тупо это как-то даже не идет. Можно, на самом деле, знаете что, мы можем попробовать сыграть на воина. Тут прям такая вот сборка есть, ну, точнее не сборка, а такие легендарки классные, что в действительности можно сыграть на воинах. Может, реально попробовать сыграть на воинах и взять сейчас вот этот вот щит второго тира. Как думаете? Плюс 5 брони? Ну, возьмем. Лишним не будет. 10 брони на старте, плюс потом в дальнейшем поставлю себе воинов. Я думаю, нормально будет. Нормально. Вот. Попробуем, наверное, сейчас реализовать воинов. Сделаем керри берсерка. Возможно, я перестроюсь в дальнейшем на зверей, чтобы у меня было побольше урона на зверях. С берсерком, естественно. На темпларке я играть не хочу, хотя тут есть темпларка. Я уже просто столько раз показывал эту темпларку, на что она способна, что она может и тому подобное, что просто капец. Поэтому, ну, мне самому уже надоело играть на однообразных сборках. Тупо не так неинтересно стало в последнее время. Не знаю, с чем это... Ну, я знаю, с чем это связано, но... Не хочу жаловаться, так сказать. Вам вы и так все прекрасно и без меня знаете, да, и то, что я вам это скажу, это только подтвердит то, что я все время говорил уже последнюю неделю, наверное. Ну, короче. Сыграем либо на воинах, либо на зверях. Будем смотреть, что будет идти. Посмотрим, что по реликвиям придет на 10-м раунде, и от этого тоже, соответственно, будем отталкиваться. Воины пока что мне особо не приходят. Я вижу, там есть еще и шаманы. Ребятки собирают, по крайней мере. Пу-пу-пу. Так, понял. БХ у меня монетку не заработает, поэтому агра я продам. Кстати, я, если что, сейчас пытаюсь записать богов плюс полуорков через керри песчаную гиду. Ребята, это такая каторга. Это, по сути, что то же самое, что почти нежить собрать. Либо же тебе эгида не идет, либо же тебе не идут, точнее, предметы. И это такой трэш. Вот не передать словами, насколько это прям жестко. Блин, ну я не хочу на темпларке играть. Тут прям, смотрите, две убийцы легендарные есть. Бери темпларку, бери квапу, разваливай лобби без шансов. Но не хочу. Вот серьезно не хочу. Баф людей там чел поставил, но у него денег от слова совсем нет. Удачи. Не, ну он без денег сидит, он в принципе камбэкнет-то. Если он еще и лишние фигуры поударяет, то я думаю... С бафом людей камбэкнет. Была у меня... А я, по-моему, говорил. Да, я говорил в предыдущем ролике о том, что скажите... Чел до 15-го раунда вытащил 2 минеров с помощью панды. Говорил. Все.
У меня уже мозг поплыл, если честно. Что я говорил, что я не говорил. Просто столько попыток в день делаю на то, чтобы записать контент, что у меня, если честно, мысли уже путаются. Так что, если что, ребят, извиняйте. Не придирайтесь. Опа! А что я тут вижу? Я уже вижу заранее инсектоида. Нашего всеми любимого инсектоида. Ладно, берем воинов потихоньку. Вместо БХ... Ладно, я Тусика продам, Энигму продам. Они мне не нужны. ЦМК пригодится. Поперву. Хотя ладно, Эгиду я пока что уберу. Пусть у меня будет стоять хотя бы синергия древних. Ну, хоть чуть-чуть, но урона будет добавляться. О, как раз. Как раз против меня жрицы. Кстати, надо будет предметы сейчас в БХ перекинуть обратно, чтобы монетку попробовать с него вытащить. Получится, классно, не получится. Не получится, ну что ж, грустно, печально, ну да ладно. Опа, ШД, сюда. Не, ШД это хорошо. Это прекрасно. Тут знаете, как мы можем еще сыграть? Мы можем сыграть, я только сейчас это понял. Мы можем сыграть на сборке древние плюс гоблины через Омника. То есть Омник будет заливать сразу с 0,1 секунды хпшечку, и древние, соответственно, будут активировать свою синергию. Там сразу 400 урона в радиусе одной клетки будет. И это то, что мы можем сыграть через рыцарей вообще. Сделать керри Драгон Найта, либо же Легионку попробовать керри сделать. Кстати, тоже пробовал Легионку записать, ребят, такая тоже каторга. Так, я уже там вижу... Ого! А чел там мало то, что собирает. Там, короче, 3 шамана я вижу в игре сейчас собираются. И 2 инсектоида собираются. Причем чел, который собирал инсектоидов, он резко перестроился в шамана. Не, ну... Я уже столько игр повидал. Я видел, как чел с идеальным столом, с этим... Чё? Нормальный такой балансный герой этот ШД, я считаю. Нормальный такой балансный герой. Ну, вообще даже не придраться к нему. Просто, чтобы вы понимали, только что, когда у меня Темный Лорд, он же Дарксир, накинул свой щиточек, то с помощью вот этой вот, даже не знаю, активка-пассивка сжег всех своих врагов. Просто выжег. Не оставил даже мокрого места. Они просто растаяли на глазах. Там столько урона влетело в моменте, что просто диву даешься. Если бы, прикиньте, еще был бы у меня Гримтач. И вот эти вот... и вот это вот проклятие ШД накинулось бы под Гримтача на несколько целей. Там бы они в 10 раз быстрее вытекали бы. Ну, как есть. Баф людей, возможно, у меня получится собрать. Хотя, на самом деле, если у меня будет крепкий стол, то мне этот баф людей до лампочки, если честно. Сейчас будем смотреть, что у меня на 10-м за реликвию упадет. Пока что я предметы, вот, как вы заметили, взял именно под защиту, чтобы у меня были плотные герои. Будет классно, если, конечно, Темный Лорд ко мне придет в 2 звезды. Будет идеально, я бы даже так сказал. Я сейчас, если что, с выбором реликвии... Ой, реликвии... С апом уровня не спешу, потому что там есть реликвия Жезлкира. Может, мне сейчас Жезлкира упадет, я себе соберу Гримтача в 3 звезды. Соберу себе Тинкера. Ну, короче, таких вот гоблинов по мелочи соберу в 3 звезды. Но самое главное, надо будет ШД собрать, Герима, Тинкера. Ну, Клокверка можно на сдачу. Темного Лорда было бы идеально собрать в 2 звезды, потому что выжигает он, дай боже. 2 инсека. Уже 2 инсека. Боже, как не надоели, честное слово. Ну, блин. Я вчерашнюю каточку выкладывал. Там инсеков было тьма тьмущая. Это же вчерашняя катка была. А ну, если что, в комментариях меня поправьте. Да, ну, спасибо, конечно, бог рандома. Я рассчитывал на то, что с рандомного сундука мне упадет жезл Киры, но, Санечка, зря рассчитывал. Зря ты рассчитывал. Ладно, все, поехали. Как по старинке будем работать сейчас. Идем в уровень. Идем в уровень. И надеемся на лучшее. Ну, конечно, коса, в принципе, неплохая реликвия. Но посмотреть на мой стол, то у меня стол очень слабый. Если бы у меня был бы Дарксир
в 2 звезды я бы был бы с уверенностью... Я бы с уверенностью бы забирал бы эти столы. А сейчас, если честно, у меня нет никакой уверенности в том, что я буду забирать столы. Ну, шаманов, кстати, на удивление забрал. Да ну, активируем эту косу. А чё ее держать, правильно? Можно было бы, конечно, на лучшие времена ее оставить, там, когда я там винстрик у кого-то заберу и тому подобное. Но когда это будет? Поэтому я так делать не буду. БХ продавать тоже пока что не буду. I'm not the little mermaid that turns into bubbles. Воины, кстати, собираются. Чел чисто там по моим стопам пошел. Но я, кстати, смогу... Может быть, у меня будет шанс его забрать, если честно. Такая маленькая вероятность, но она имеется. Я могу его забрать, если все будет хорошо. И ШД проклятий накидает. Да, и прикиньте, если я заберу его, винстрик мне столько опыта насыпет. Блин, я очень надеюсь, что мне придет темный лорд 2 звезды. Если ко мне придет Дарксир в 2 звезды, я буду аннигилировать здесь все. Все сущее и несущее. Так, цемочка, это, конечно, хорошо, но дай мне, пожалуйста, темного лорда. Легионку дал. Дал, ушел. Ладно. А я никак не могу поставить баф людей, да? Я, наверное, кстати, вместо легионки поставлю все-таки себе ЦМ-ку, чтобы она мало ману заливала с первых секунд. ЦМ-ка это очень хороший персонаж, особенно на первых раундах, если 2 звезды собраны, то он нормально заливает ману. Да ладно, вместо легионки поставлю все-таки ЦМ-ку верю побольше. Кстати, это инсек пришел. Три монеточки сюда. Реализуем БХ на максимум. У меня, кстати, уже винстрик 5, прикиньте. Ну кто? Ну, алло. Боже, спасибо, ты хотя бы в БХ закинул как надо своих сюрикен. Там этому воину сбили винстрик. Какая боль. Да, я надеялся, то, что это будет мой винстрик, но... Ну ладно, что ж. Погрустили и хватит. Там, кстати, у чела тоже косая. Я надеюсь, сейчас он мой винстрик не заберет. Так, ну, дефолтная Марси собирается. Не беда. Если я решу играть через воинов, то мне понадобятся хорошие предметы. Желательно, мне 100% понадобится кираса. Так, это шаманчик. Ну, ладно, полушаман, можно сказать. Не до шаман еще. Жду усиления. Как все хорошо идет. Я на самом деле хорошо вот это вот косу реализовал. Нормально так косу реализовал. Я думал, я вообще ее не смогу реализовать, а по итогу я еще и нормально реализовал. По-красивому. Много опыта получил. Сейчас баф людей поставлю. И будет еще по кайфу. Я, правда, на самом деле так не уверен в том, что мой стол сможет затащить этот раунд. Хотя у меня ШД есть в 2 звезды. Ну и, в принципе, это все то, что у меня есть. ШД, ЦМ-ка, ну, блин. Ладно, я сейчас по дефолту сделаю расстановку, как я обычно делаю. Вот такую. Я думаю, эта расстановка мне поможет. По крайней мере, я хочу в это верить. Так что и вы в меня верьте, держите кулачки. Блин, обалдеть, у меня 7 винстрик. Я надеюсь, этот воин придет и не заберет мой винстрик. Я надеюсь, что-то другое придет и заберет этот винстрик. Тот, у кого не будет косы. Потому что если я этому воину отдам свой винстрик, он получит 14 опыта за меня, на секундочку. 14 опыта. Да, нормально мобов забрал, все. Ну там ШД зарешал. Вы посмотрите, сколько урона у ШД. Он в 2 звезды, но по итогу 2000 урона молодой горячий накидал. 2000. Так, 8 сразу взял. Продал грима.
Жалко то, что мне темный лорд не идет. Жалко. Жалко. Грустно. Да. Я думаю взять жетон отступника. Да, возьму жетон отступника. Пригодится. Это плюс урончик все-таки. Может все-таки передумаю. Если будет хорошо идти темпларка, то поиграю через темпларку. Ну там уже как пойдет, как пойдет. Чел на шаманчиках ко мне пришел сейчас. Но он, кстати, может меня вынести. У меня грустно по усилению. Очень грустно. Хекс еще такой долгий. Ой, там горный вождь, кстати, вылупился у чувака, но это ему не помогло. Я его быстрее снес. Нормально, нормально. Держим винстрик. Не, ну вообще шикарно я сейчас свою реликвию реализовал. По сути, ну, сколько, 6 раундов я выиграл. Нормально опыта получил. Достойно. Зачем мне реликвия яиц, когда мне вот так вот яйца падают, а? Кто-то может ответить? Не, на самом деле пусть яйца так падают. Может мне сейчас в моменте парочку легендарок насыпет. Я с помощью этих яиц парочку легендарок капну себе в 2 звезды. А там может вообще... Ну, это я уже слишком губу раскатываю. Но прикиньте, если мне много нужных легендарных фигур нападает, я могу собрать ее в 3 звезды. И сегодня будет легендарная фигура в 3 звезды, а? Это мечты? И, как говорится, мечта умирает последней. Ну, я надеюсь. Я буду верить в нее. До последнего. До последнего буду в нее верить. А вот, кстати, чел пришел. С 3-звездочным тинкером. Он меня снесет. 3-звездочный тинкер не контрится. У него реликвия сумка пандамена. Ну, вообще плевать. Тогда плевать. Можно спокойно отдавать ему этот винстрик. Спокойно. Без... зазрения совести от слов совсем. Да боже, как мне яйца сыпятся. Вы посмотрите, еще и бабка пришла. My lord, are we playing the empty city strategy? Знаю, я, наверное, синергию древних распродам. Ну, слабо у меня под синергию древних. Очень слабо. Хотя, может, не спешите оставить. Может, БХ убрать, а бабку, наоборот, поставить? Мог бы поставить, конечно, фулл синергию древних, но мне кажется, это будет очень слабо. Не стоит так делать. А, кстати, я же купил себе боевой пропуск, потому что в этом боевом пропуске мне внешки понравились. Ну и, соответственно, вы можете видеть, как возле ников моих противников есть галочки. И эти галочки означают то, что к ней они уже приходили, и в следующем раунде к ней не придут. Полезная штука на самом-то деле. Типа вот эту вот схему можно самому высчитывать. Но вы прикиньте, сколько вам информации в голове надо держать, чтобы высчитать весь этот момент, кто к вам будет приходить. А боевой пропуск, кстати, вам помогает. Кстати, и отлично то, что я отдал тому чуваку винстрик. С тинкером в 3 звезды. Вы прикиньте, если бы сейчас ко мне этот воин пришел бы, и он у меня забрал бы этот огромнейший винстрик. Да я бы здесь полысел. В моменте просто так, как, знаете, как щелчок Таноса. Бэмс, и волосы пропали. И они испарились. Я вижу инсеков, и меня начинает уже вот телипать, понимаете, уже пена у рта начинается быть. Ну, мне и Марси меня тоже бесит, потому что ну, в каждой игре не бесит. Ну, не могу я, вот, ребята, я честно, я держался до последнего, чтобы не сказать ни слова по поводу инсеков и ни слова по поводу Марси. Я старался, честно старался. Пытался, по крайней мере. Все, ребят, на моем канале будут теперь ролики инсектоидов, Марси и шаманов. Надоело мне пытаться что-то изобретать, что-то, ну, просто буду играть на инсеках, Марсе и шаманах. Все. Разнообразия не будет никакого. Если что, шучу, ребят. Если что, то шучу. А то сейчас, знаете, там дизлайки полетят, отписки сразу полетят. Я, кстати, могу баф людей убрать. Ладно. Вот так вот сделаю.
И уровень возьму. Все, прекрасно. Пусть пока что у меня будет full баф гоблинов. Но я, знаете, я, наверное, на 9 уровне начну ролиться. Если суждено легендаркам упасть, то значит они упадут. Если не суждено, то даже и 6%, и 9% мне не помогут. Буду склоняться к этому. Боже, какой ты огромный чел. Ты что там, растишки наелся? У всех собрал? Всю еду на районе украл. Такой огромный. Но на самом деле вот он огромный чисто на первых порах, можно так сказать. Сейчас его уже начнут спокойненько попускать. Реликвия яиц, жезл Кира. Ну, спасибо, кстати, за жезл Кира. Очень полезный предмет. Прям почувствовал импакт. Квапа, сюда. Блин, ЕДК и бабка. Ладно. Окей. Марси в 3 звезды, 21 раунд. Хорошо. Понял. Блин, а можно, конечно, и бабку сделать в 3 звезды через такое количество-то яиц. Мне столько яиц нападало, что ну его баню. Реально можно попробовать себе бабку в 3 звезды загнать. Или ДК в 3 звезды. Кого лучше, бабку или ДК? Блин, ДК интересно смотрится. Можно поставить себе гритеров. Какой-то либо контроль, раз у меня квапа есть. Ладно, короче, ДК делаем. Что-то мне понравилась эта идея. Я хочу себе сделать ДК в 3 звезды. Вот. Правда, драконий рог мне надо будет и двойные клыки. Ну, посмотрим. Короче, делаем ДК в 3 звезды, ставим гритером, ставим как там квапу. Горный вождь был, горного вождя можно поставить. Там уже ребята легендарки открывают, минерчик открыли. Изи. Ну, кстати, можно драконов магов попробовать собрать. Хотя нет. Для драконов магов у меня ужасный стол сейчас. Боже, чё такие жесткие, а? Минус 20 он мне в лицо прописал. Инвокер. Берем гритера. Поехали. Поехали. Так, родненькие, родненькие. И в баню ДК. Все. Я передумал немножко. Где мой антимаг? Где мой антимаг? Мой любимый антимаг. Блин, я баф-гоблинов уже... Что сделал не так... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух тышка какая. Это нам надо. Так, керри-пассажир у меня есть. Инвокер есть. Инвокер сейчас будет наваливать. Мне бы на инвокера, конечно, найти рок войны. Обязательно нужно найти рок войны. %100% этот рок войны мне необходим. Горный вождь сюда. Так, продаем лишние фигуры сразу, чтобы они не мешали. И оставляем себе синергию гритеров. Все. Сэмочку пока тоже оставим, пусть ману регенит. Так, Дидрич есть, хорошо. Надо полностью выходить из инкама, иначе мне оторвут лицо. И хотел сказать, инвокер, иди сюда. Берсерк, отлично. 19 хп у меня. Берсерк, ну-ка покажи класс. Ну и Дидрич ап. Ну все, мне надо усиление здесь и сейчас. Денег у меня осталось минимум. Все, цемочку оставляем. Раз в 2 секунды будет регенить по 12 маны. Причем с нулевой секунды он тоже регенит ману. Так что кайф, кайф. Так, минус 5 брони берем. Под берсерка самое то. Боже, как он разрывает у меня уже. Нормально. Едем дальше. Так, антимаг идет, хорошо. Спасибо за агро, возьмем. Боже, на самом деле у меня такая была... Вот прям такая надежда была, что мне сейчас инвокер либо горный вождь придет, а лучше и тот, и тот. Инвокер в 2 звезды — это, конечно, машина для аннигиляции. Ну, как говорится, надежда умирает последней. Яйцо. Обалдеть.
Боже, как же мне люто яйца падают. И это без реликвии яиц. Обалдеть. Да, это жестко. Одного инвокера, я его делаю 2 звезды. И начинаем разваливать. Я, в принципе, уже начинаю разваливать. По кайфу. Развалил по кайфу. Навалил стилька. Сейчас, кстати, будем, наверное, искать предмет 5-го тира. Сейчас посмотрим, что мне здесь упадет. Но я думаю, что мы будем искать предмет 5-го тира. Я хочу найти себе... Ну, в идеале... В идеале, конечно, найти бы колечко. Ой, колечко. Рог войны. Ладно, паролем. Понял, пойдет. А там есть рог войны? Боже, рога войны нет. Ну, там еще пока 3 хп осталось, поэтому я думаю, он вылетит. По крайней мере, я хочу в это верить, то, что он вылетит. Ну да, он там слабоват. 2 инсека, кстати, вылетело. Ну, почти. 1 еще остался. Сейчас еще вот этого искореним, и все, и будет кайф. Марси меня напрягает. Неприятная Марси будет. Против нее МКБ нужно будет найти. Хотя, на самом деле, если у меня инвокер сейчас будет в 2 звезды, то будет плевать на эту Марси. Сейчас самое главное, какие предметы будут у этой Марси. Кстати, корона упала на хп реген. Вообще прекрасно. Давай Дезоль. Дезоль, дай. О как. О как. Посох 3-го тира мне упал. Супчик. Сейчас будет со слезами на глазах мне падать этот инвокер. Я буду вымаливать его, отвечаю. Если я хочу, чтобы ко мне инвокер пришел, то мне нужно будет его вымаливать. Вымаливать по полной программе. Не знаю, как по мне, мне надо сейчас, ну, не сейчас, а глянуть предметы будут. Ну, посох 3-го тира это классная тема. Под инвокера вообще шикарно зашла, но... Но... У меня инвокера нету в 2 звезды. Если бы у меня был инвокер в 2 звезды, я бы без зазрения совести взял бы этот посох 3-го тира. А безоруш вообще шикарно, на самом деле. Одно лучше другого падает. А безоруш одобряем. А безоруш мы одобряем. Одобряем, одобряем. Сейчас инсек вылетит с 3 хп. Рольнем сразу предмет 5-го тира. Ёп, он кирасу нашел. Вот это проблема. Вот это проблема. Ну, кстати, шамана нормально так разорвал. Чела там уже винстрик огромнейший. Ну, пожалуйста. О, рог войны, отлично. Это нам надо. Так, ролим предметы. Мне надо перчатка. Очень хочу перчатку найти, пожалуйста. Дай мне перчатку, буду рисковать. Надо рандомить. Боже, кто бы мог подумать, что мне такое упадет с 1-го раза, с 1-го рандома сундука. С 1-го рандомного сундука мне упала перчатка, боже. Просто насколько же она сейчас в тему вписывается, ребят, вы не можете себе это представить. У чувака кираса, там гоблины, там воины. Им торба. Ну что, ребятки, готовы? Я думаю, готовы. Держите топоры на все лицо. Просто, боже, как там. 10 тысяч урона. Еще и яйца так сыпятся. Дай мне, пожалуйста, инвокера, молю. Горный вождь, инвокер, вот этих вот всех дай мне, ребят. И квапу сюда на сдачу давай. Ну, я так понимаю, у всех тут яйца сыпятся, что не в себя. Не только мне так на яйца везет. Это тотальный разнос пока что. Тьфу-тьфу-тьфу. Ребят, болеем за меня до конца. Держим за меня кулачки. Все держим за меня кулачки. Потому что на самом деле, кого я опасаюсь, это Марси. У меня нету МКБ против Марси, чтобы ее прям разваливать без шансов. Но
У него нету трентухи в 3 звезды, а у меня есть обезоружь, поэтому Марси будет стоять сейчас АФК. Если бы у него был тренд в 3 звезды, то обезоружь бы летел в трента. Но так как трента нет, улыбаемся и машем. Кстати, тучка Рикиш не работает на меня. То есть миссы не работают. Бэнс! Давай, души эту Марси, души эту метовую. Хорош. Нормально, нормально. Живем, 19 хп. Че, может подкопить денежек? Я на самом деле все так... Блин, он винстрик заберет у него, прикиньте. Ах ты шаман с 4 хп. Чел просто на шаманах забрал у него винстрик. Я так надеялся, что это будет мой винстрик. Мои денежки. Ну ладно. Вообще мы на лютых соплях живем. Мы на таком риске живем. Наша киска в зоне риска. Извиняюсь. Фляга немножко течет. Подтекает, знаете, уже. Такая игра забавная. Нет контроля, нет проблем. На самом деле люто. Прикиньте, если бы у меня сейчас не стояли гритеры. Ну, на самом деле не то, чтобы даже гритеры. Если бы у меня не было таких предметов сейчас и не было таких легендарок, у меня были бы лютые проблемы. Но так как у меня это все есть, на меня контроль не работает, это тупо забей. Отлично то, что мне перчатка упала 5-го тира. Это один из лучших предметов, то, что мне упал. Бэмс. На гоблину чисто по лицу минус 17. Жалко он винстрик отдал. Жалко. Негодяй. Винстрик он отдал кому-либо, а не мне. Это был мой винстрик. Так, ну, в принципе, по расстановке. Может, на самом деле дизраптора поставить на первую линию, потому что дизраптор, по сути, он 2 раза не закастует свой сайленс, а 1 раз закастует свой сайленс. Но на самом деле, вот эльфа нужно опасаться, потому что эльф может найти себе темпларку. Если он найдет себе темпларку в 2 звезды, у меня будут лютые проблемы. А по закону подлости темпларка может найтись тут. Может. Ну ладно, не будем думать пока что о плохом. Будем верить лучше, то, что он не найдет темпларку, и он будет сидеть на своем Марсе. До конца. Живем. О, шлем Ареса. Ну вот смотрите. Сейчас у меня будет шлем Ареса. И проверяйте. Я не найду себе инвокера за 10 раундов. Вот смотрите. Чуть не активировал реликвию яиц. Поехали. Ага. Ну хотя бы квапую горного вождя, может быть. Пожалуйста. Омнику. Омник это, кстати, Омник это реально хорошо. Я Омника поставлю вместо ЦМки. А если найти Омника в 2 звезды еще, то у меня будет чуть ли не идеальный стол. Блин, надо найти Омника в 2 звезды. Вот смотрите, сейчас вот это вот усиление, просто 4 фигуры усилить. Горного вождя, Омника, инвокера и квапу. В первую очередь нужно усилить инвокера, во вторую очередь нужно усилить будет Омника, а там уже как пойдет. И вот с помощью этих фигур я эту игру разнесу. Там очищающая сфера у берсерка, это плохо. Надо его сносить. Хоть Омники снимает дебаф очищающая сфера, но все равно это больно будет. А, ладно. Помянем. Помянем его. Это ни в коем случае не злорадный смех. Ни в коем. Надо будет еще себе предмет 5-го тира поискать. Может троллить предмет 1-го тира. ХПшку возьмем. Хорошо. Я думал, что броня упадет, неплохо пойдет. Но я ХПшку возьму. Плюс 300 ХП тоже неплохо будет. В любом случае минус броня на меня не работает.
Омник у меня есть. Жалко, конечно, Омник только в одну звезду пока что. Но будем верить. Будем верить в лучшее сейчас. Поэтому, ребят, держим за меня кулачки. На самом деле я удивлен. Я удивлен тому, что мне так хорошо пришло, и по итогу сейчас все так происходит. Тьфу-тьфу-тьфу. Я надеюсь, меня не снесут. Посох 3-го тира. А вот это, кстати, уже немножечко да проблема. А это-то проблема. Мгм. Прикольно. Реликвия завеса. Ну, для меня на самом деле это хорошо, то, что там реликвия завеса у него. Меню. Ну, дайте мне, пожалуйста, нужную легендарочку. А? Ну, пожалуйста. Я же так многого прошу. Так, Шаман, давай. Или кто это? Что это? Шаман, откисай давай. Твое время уже пришло. Пора улетать. Все, молодец. Минус шаман. Красавчик. Гоблин мех снес шамана. Отличненько. О, предметы. О, ну вот эти вот предметы, конечно, они мне не нужны. На самом деле, я думаю, взять Аганим. 400 урона с топоров будет, плюс КД 1 секунда, плюс чаще будет срабатывать, да, я беру Аганим. Этот Аганим я просто могу потом закинуть и в Омника, но я буду закидывать в инвокера, как только он в 2 звезды соберется. Так, топоры плохо летят. Ой, как топоры плохо летят. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо расстановку поменять. Бля, неужели снесет мне винстрик? Нет, пожалуйста, не трогай мой винстрик. Форжи, форжи, душите его. Форжи! Не зря у форжей 80% магического сопротивления. Берсерк сюда. Прикиньте, в этой игре сейчас берсерка могу собрать еще в 3 звезды. Мне буквально не хватает всего лишь одного берсерка. Либо 2 берсерков. А у меня еще лежит реликвия яиц на секунду. Сейчас, если мне реально придет берсерк, я тупо сразу буду активировать реликвию яиц, и все, не буду париться. Так, Марси прям прыгать будет на меня. Хорошо. Хорошо. Не очень, конечно, но пойдет. Эльфийскую волшебницу купил так, знаете, чтобы себе сделать самовнушение. То, что у меня есть хоть какой-то эльфийский герой, и этот эльфийский герой ко мне придет. А я это я называю инвокера. Я надеюсь, он ко мне придет. Ну, жесткий типок. Тут жесткий типок, но пока он не настакал свой посох, мне плевать. Сейчас будет раунд с мобом, с дракончиком. Сейчас идеально! Просто идеально. Так как у меня сейчас будет берсерк 3 звезды, я просто Аганим перекину в Дизраптора. Дизраптора поставлю, скорее всего, на первую линию. И Дизраптор будет накидывать сразу огромнейший сайленс по огромной области с огромной длительностью. Вообще кайф. Боже, я берсерков 3 звезды собрал. Проблема с уроном решилась сама собой. У меня у берсерки где-то будет 400 урона с руки. В принципе, норм. В принципе, норм. Единственное, то, что знаете, что поменяется, это внешка. Потому что вот эта вот внешка, как мне кажется, он намного быстрее кастует свои топоры, чем обычная стандартная внешка. Именно в этой внешке, мне кажется, как-то топоры он намного быстрее кастует в плане анимации. Возможно, это чистое самовнушение. Возможно. Но мне так кажется. О, кристальчик на скорость атаку сюда. Ну, БКБ это, конечно, круто, но не особо. Не знаю, я БКБ не хочу брать.
Мне на контроль плевать, на урон не особо плевать, но я думаю, Берсерк в 3 звезды потачит. На самом деле, Берсерк в 3 звезды решил кучу проблем. Ну, зеркало, кстати, тоже неплохо пойдет. У меня в Берсерке 4000 хп, 500 урона с руки. Плюс еще и Агоним. Реализовал на полную. Кайф? Кайф. Зеркало, кстати, тоже хороший предмет сейчас. Ну, на самом деле, не самый лучший. Там был бы Арчит, МКБ намного лучше. Но, в принципе... Ой, в Тинкере там очищающая сфера. Вот это плохо. Интересно. Но мне на минус броню плевать, но тут бэфчик у него есть. Ну, короче, по поводу волшебного зеркала. Были намного лучше предметы, но волшебное зеркало просто сделает что? Она сделает то, что я по вражескому шахматисту смогу намного больше урона наносить. То есть, если в момент уничтожения всех юнитов вражеских останутся иллюзии, то эти иллюзии нормально так урона напихают по шахматисту. Ну и плюс это все-таки иллюзии, которые на себя агрят. Ну, не агрят, а дополнительная цель, которая. А ну-ка, Марси. У него ёп, он с маской 5-го тира. Ну хорошо, что у него очищающей сферы нету. Это меня радует. Бэмс. Бэмс. Ну попадай. Бэмс. Хорош. Инвокер. Эльфийская волшебница делает чудеса. Теперь мне тупо нужно яйцо. Так, что мне, пора человека взять? Самовнушение сработало. Может, пора человека мне взять? 58 тысяч урона на берсерке. Нормально, нормально накидал. Можно, конечно, было, знаете, раскошелиться и поставить еще и минера, когда он мне упал. Но я думаю, это хрень. Ну, и Омника хочется прям. Хочется в 2 звезды. Если будет слишком много прилетать, так я ему и Агоним отдам. Но я на самом деле хочу Агоним отдать Инвокеру. Это будет самая лучшая инвестиция. Оп, подобненько упрыгнула Марси, накинула себе щитки. Топоры на все лицо. Ладно, плевать, это я что Марси, точнее, что Омника поставил, что не поставил, вообще пофиг. Так, ну синергию эльфов я ему выключил. Хорошо. Бэмс. Форжи. Минус миллиард брони. Мне, конечно, плевать на это минус миллиард брони, но все равно. Все, посыпались, родные, посыпались. Пожалуйста, дай мне яйцо. Пожалуйста. Идеально. Просто идеально. Ребята, вам всем торба. Заканчивайте, сдавайтесь. Там только единственный опасный чел для меня это Тинкер, у которого есть очищающая сфера, и то. Не особо опасен, потому что есть у меня Омник. Но Омник не в 2 звезды. Был бы намного увереннее, если пришел бы Омник. Давайте вот я сейчас чисто... Как это правильно? Не ворожу, а... Или ворожу на Омника. Короче, жду Омника. В комментах меня, если что, поправьте. Как правильно звучит. Бэмс, обезоружь, бэмс. Бэмс бафнул. Берсерка бафнул, 700 урона с руки, 0,2 секунды скорость атаки. Бэмс. И минус 18 за счет иллюзий. Вкусно. Марси, ты отлетаешь или не отлетаешь сегодня? Марси бы уже как бы пора. Я не болею за Марси. Метовые типочки должны страдать. Хорош. Блин, ну на самом деле... Ну, я не хочу сглазивать. Не хочу сглазить. Поэтому я ничего говорить не буду. Вообще ничего говорить не буду. Все. Молчание до конца всех раундов. Я, кстати, поставлю дизраптора наперед.
Мне что-то подсказывает сердечко, что Дизраптор лучше пусть будет впереди стоять, получит урона, получит много мана по барику, и все, и по кайфу. Знаете, я вот не первый раз замечаю то, что Аганим очень криво работает на инвокере. Сейчас вот, может, продемонстрирует он. Хотя нет, две способности сразу кастанул. Боже, я эту Марсию просто стер. Вообще без шансов стер. Но самый эпичный момент был, это когда все-таки один форж, ну, форжи инвокера и одна штучка осталась и тупо аннигилировал. Вот это был самый эпичный момент. Сейчас посмотрим, может еще предмет 5-го тира найду. Не, и молнии 5-го тира, в принципе, хорошо зайдут. Ну, губа, скажем так, не сами знаете что. Но я надеюсь, что и молнии 5-го тира зайдут. Но я на самом деле больше всего хочу, это то, чтобы ко мне сейчас пришел Омник и Квапа в 2 звезды. Это будет ультра усиление у меня. Ну и горного вождя можно уже все, в принципе, ладно. Сейчас на следующем раунде рольну предметы. Молнии. Бессмертие отлично зайдет мне. Да. Либо молнии, либо бессмертие. У меня, кстати, там статистика по урону немного слетела, но я думаю, ничего страшного. Бэмс. Работаем. Работаем. Предметы, конечно, так себе насыпало мне, но в принципе пойдет. Так, ну, возьмем коробочку вот эту. Инвокер пришел. Так, успею, не успею. Не успел чуть-чуть. Чуть-чуть, к сожалению, не успел. Ну и ладно. Так, роляем предметы. Надо что-то полезное. Естественно, бессмертие. Нет, скорость атаки меняется, поэтому мы не будем этого делать. А в инвокера закинем медальон. Так, он себе там драконий рог нашел. Так, ну, я думаю, надо сролиться. Надо сролиться. ХПшки у него мало осталось. У меня ХПшки много. О, 3 легендарки насыпало, и все не те. Ладно, последний раунд. Давай. Кто кого? Ты или я? Я думаю, это сейчас конечное будет для него. Бэмса без оружия по всем. Инвокер, не подведи. Ну вот видите, затуп, почему не кастует свои способности сейчас этот инвокер? В чем прикол? Почему он не кастует сейчас свои способности? И этот прикол я только наблюдаю тогда, когда я закидываю Аганим. Все, конечное. Отдыхай, малыш, с минус 17 получив лицо. Вот, серьезно говорю, я не первый раз замечаю этот прикол, то что инвокер начинает тупить, когда в нем находится Аганим. Без Аганима инвокер отлично себя чувствует. Напишите в комменты, если вы знаете, в чем прикол. Потому что, ну, это баг какой-то. Но чел на втором месте вообще эпично залетел. Миллиард троек у него. Ну, игра очень достойная была. Очень красивая, очень достойная. Я не ожидал, что я Берсерка соберу в 3 звезды. Это миф. Это миф, я этому не верю. Все. Раз я собрал Берсерка в 3 звезды, то в остальных играх мне вести так не будет. По крайней мере, не должно. Ну, по всем законам подлости так должно происходить. Так. Ну, в принципе, и добавить-то нечего по игре. Классная игра, повезло нереально мне. Вытащил из того, что вообще должен был не вытаскивать, но вытащил. Получилось. И удивлен то, что фул шаманы не собрались. А вот именно чел там собрал через волшебников, но я удивлен то, что он не через фул шаманов сыграл. Ну, не повезло ему, он вылетел быстрее. Ну ладно. Блин, ну кайфовая игра. Чел, кстати, на Марсе поставил себе гритера в конце. Не помогло. В общем, не будем растягивать концовку. Что думаете по поводу этой игры? Напишите в комменты. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться на мой канал, кто не подписан. На мой телеграм-канал тоже подписываемся. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео и на экране остается QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.